мастер боевых искусств Крис Йен, младшая сестра Донни Йена, и она всегда привлекала внимание окружающих своим стойким характером и выдающимися способностями в боевых искусствах. Она росла в семье, где каждый был связан с восточными единоборствами, но ее страсть к танцам дала ей возможность выразить себя по-другому. С самого раннего возраста Крис демонстрировала невероятные способности, сочетая грацию танца с энергией боевых движений. В возрасте 4 лет мать научила Йен боевым искусствам, а в 5 лет она начала играть на фортепиано. А в возрасте 10 лет, будучи самой юной спортсменкой, занимающейся восточными единоборствами, Йен завоевала серебряную медаль на первом международном турнире по тайцзи в 1984 году, а в 1985 году участвовала в первом международном турнире по ушу в Сиане с 22 по 28 августа и завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по Чинцуань. Каждое ее выступление становилось настоящим событием, а зрители навсегда запоминали остроту ее движений и глубину эмоций. Вдохновленная достижениями своего старшего брата, Крис не только отметила свои успехи на танцевальной арене, но и начала заниматься боевыми искусствами, продолжая семейную традицию. Однако ее истинная цель заключалась в том, чтобы соединить эти два увлечения в одно ремесло. Она мечтала создать уникальный стиль, который сочетал бы изящество танца и силу боевых искусств. Крис понимала, что только таланта будет недостаточно, и поэтому посвятила время годам упорных тренировок и постоянного стремлению к совершенству. В этом непростом и интересном пути она всегда находила поддержку в своем брате, который, несмотря на свою звездную карьеру, оставался ее самым лучшим тренером и источником вдохновения. Мастер боевых искусств Донни Йен, который многим известен по фильмам об Ип Мане, в боевых сценах продемонстрировал редкий боевой стиль Вин Чун. Его коллеги по фильму рассказывали, что среди кинематографистов, которые одновременно являются мастерами спорта, в реальной боевой обстановке лучше всех проявил бы себя Донни Йен. И это неудивительно, ведь в жизни у него была настоящая драка со свидетелями. Когда парень еще не был актером, он в одиночку отправил в больницу 8 мужчин, которые приставали к его девушке в клубе. Донни Йен родился 27 июля 1963 года в китайском городе Кантон. Затем вся его семья переехала в Бостон, и там Донни провел самые значимые годы своей дальнейшей жизни. Он начал изучать кунг-фу и тайчи в школе своей матери, владевшей самой известной школой боевых искусств. Донни оказался способным учеником и любил фильмы о боевых искусствах. Его кумирами были известный мастер кунг-фу Брюс Ли и тогда еще начинающий Джеки Чан. Подростком Донни начал заниматься тхэквондо. В дальнейшем ему удалось достичь 6-го дана. В 80-х годах Донни стал завсегдатаем так называемой зоны боевых действий. Здесь происходили незаконные бои без правил. Тут он познакомился с представителями триады, которые брали на себя управление способными бойцами. В дальнейшем Донни не без вмешательства матери уезжает в Пекин. Там его принимают в национальную команду по ушу. Тренером был известный китайский мастер Ли Юмэнь. Йену требуется несколько лет, чтобы посещать занятия, а затем он возвращается в Америку. По дороге Донни остановился в Китае, где его пригласили сняться в фильме «Пьяный шаолиньский мастер». Фильм стал большим хитом в гонконгских видеодилерских центрах. Любопытно, что 19-летний Донни не собирался оставаться в кино, так как согласился сниматься просто для получения нового опыта. Йену не понравилась новая работа в фильме, но тогда он ни на минуту не подумал, что сможет надолго задержаться в боевом кинематографе. Отметим, что в своих фильмах Донни выработал собственный стиль постановочного боя, а не следил за кумирами своего детства и имитировал их удары. Крис Йен также не копировала известных мастеров боевых искусств, а создавала свои собственные боевые связки и удары, тем самым привлекая к себе зрителей со всего мира. Кроме спортивной карьеры и актерства, Крис также работала каскадером и постановщиком боевых сцен. Поэтому всегда сама выполняла свои трюки и на практике доказывала, что она настоящий мастер боевых искусств. Ее самый известный фильм – это «Близкое знакомство с вампиром».
где она играла с другими известными азиатскими актерами. К сожалению, Криз ушла из актерской профессии, чтобы создать модный мировой бренд, а спустя время она занялась инвестициями в недвижимость. Надеемся, что когда-нибудь увидим эту харизматичную актрису на больших экранах. На этом пока все. Всем моим зрителям добра и позитива.